Приветствую всех на моем канале! Сегодня хочу показать, как получить детку орхидеи на старом, точнее уже отцвевшем цветоносе. Вот у меня есть два цветоноса, я их уже подписала. Вот этот от розовой орхидеи с белыми полосками, а это просто моя белая орхидея, которая цвела, и я у нее срезала старый цветонос. Эти цветоносы я срезала вчера. То есть сутки они у меня полежали, подсохли. А сейчас я буду их обрабатывать цитокининовой пастой. Так, возьму сначала белый цветонос и на нем покажу подробнее. Беру вторую почку сверху. Вот у меня тут одна почка, вот вторая. Ну, она как вторая сверху, так она и вторая снизу. Вот она. Эта почка, она замершая, у нее здесь ничего не растет. И немножечко приподнимаю. Вот, смотрите, совсем тихонечко-тихонечко зубочисткой я убираю вот эту чешуечку. Вот. Я приоткрыла эту почку. Может быть, еще немножечко. Так. Вот, хорошо видно? Зубочисткой я убрала чешуйку и таким образом приоткрыла почку. Эту почку сейчас я буду смазывать цитокининовой пастой, совсем чуть-чуть. Паста у меня новая, еще это я не пользовалась, надеюсь, что она хорошая и будет работать. Ну вот, беру совсем немножечко. И теперь вот эту почку я смазываю этой пастой. Вот так у меня получилось. То же самое я проделаю со вторым цветоносом. Вот я также беру вторую почку, вот такой подлиннее. И снимаю старую чешуйку. Но в этом цветоносе старая чешуйка, она какая-то высохшая или что, она какая-то коричневая изначально. Сейчас посмотрим, что там под ней. Не тянется. Сейчас еще раз. А нет, почка хорошая, видите? Несмотря на то, что чешуйка, она вот такая черная была, какая-то сухая, то ли подгнившая, не знаю, какая-то она была некрасивая. Чешуйку я уберу, но почка, смотрите, здесь хорошая, красивая почка. Вот она. И ее я также смажу цитокининовой пастой. Беру немножко. И вот так вот смазываю. Все. Вот так. У меня два цветоноса, две почки, которые я смазала цитокининовой пастой. Теперь я уже взяла бутылку, налила сюда немножечко воды. Вот ее сколько здесь. Это водичка отфильтрованная, чистая. Срезы я не буду ничем обрабатывать, ни углем, ни корицей, вообще ничем не обрабатываю. И ставлю в эту бутылку. Маленький и побольше. И закручиваем. И ставлю это, я поставлю либо на западное, либо на южное окошко. Там будет достаточно света, будет тепло. И чуть позже, когда пройдет время и будут какие-то изменения на этих почках, я покажу, что на них получилось. Прошло 2,5 месяца, сегодня у нас уже 1 июля, и я вам хочу показать результат, который у меня есть на этих цветоносах. Вот этот маленький цветонос, который у меня был, и мы обрабатывали вот эту вот почку,
Так, бутылка с конденсатом. Вот. Смотрите, вместо детки он мне нарастил цветонос. Смысла, конечно, никакого, ни цветения я в этом не получу. Хотя, не знаю, может посмотреть, у меня будет орхидея цвести в бутылке. Ну, в общем-то, если я хочу детку, то мне надо просто убирать вот этот цветонос. Сейчас я его получше наведу. Вот. И пробовать получить детку на еще одной почке, которая есть пониже. Но на самом деле вот этот цветонос и детка с него, она больше для меня экспериментальная и ценности не представляет, потому что это, по-моему, белая орхидея. Сейчас я почитаю. Там я подписывала. Да, это вот моя беленькая орхидея. Она у меня есть, и получать еще одну такую детку смысла нет. Поэтому этим цветоносом я ничего делать не буду, просто заканчиваю с ним эксперимент. А вот второй цветонос – это орхидея белая с розовыми прожилками или розово-белая. Я, честно, сейчас не совсем помню. Я помню, что было написано у меня розово-белая орхидея. И смотрите, сейчас я выделю так, чтобы он был один виден. Так, вот этот. Конечно, с такой бутылки я понимаю, что вам ничего не видно, поэтому, наверное, придется поверить мне на слово, потому что нарушать микрофлору, которая там сложилась, я не хочу, открывать не буду. Вот этот второй цветонос. Вот это вот вторая почка, видите, вот здесь она находится на уровне моего пальца, я ее обрабатывала. Там как-то очень быстро проклюнулся маленький зеленый вершок, который замер, и с него ничего не получилось. Поэтому здесь ни цветоноса, ни детки, ничего вот на этой вот почке, вот за моим пальцем, вот здесь, нет. Но я недавно увидела, что на нижней почке этого цветоноса, вот я сзади покажу, вот она, видите, вот здесь, которую я не обрабатывала цитокининовой пастой, вообще ничем не обрабатывала, не возлагала на нее никаких надежд совершенно, там появился маленький бугорок салатового цвета. Ну вот за водой, за этими капельками воды, может быть, вам и видно будет. Вот, видите? Вот сейчас ловит его. Вот маленький бугорок зеленого цвета. И я очень надеюсь, что вот это и будет детка. Очень хочу надеяться, что это не цветонос, а это получится у меня все-таки детка. Поэтому дальше оставляю свои цветоносы в этой бутылке в таком же состоянии. Я очень рада, что они у меня, по крайней мере, не загнили. Ничего плохого с ними не произошло. Значит, таким методом проращивать можно. При том, что я напомню, что они у меня стоят просто в отфильтрованной воде. То есть результат есть. Единственное, еще момент, над которым надо работать, это как получать именно детку, а не вот как в этом случае, видите, цветонос. Чуть позже засниму и покажу, что же там проклюнулось на нижней почке. Прошло еще 20 дней, сегодня уже 21 июля. И смотрите, вот с этой почки, где была маленькая пумпырышка, и я все думала, это будет детка или цветонос, все-таки появилась детка, вот она. Так что результат есть. Теперь у меня будет маленькая детка от орхидеи. Пусть она дальше продолжает расти в этой бутылке, буду наблюдать за ее развитием, а потом уже буду ее отделять и пересаживать. Кроме того, второй цветонос, помните, на котором как раз-то вырос новый цветонос? Вот тот цветонос, он засох, вот он. Но на этом цветоносе вот тоже появилась маленькая зелененькая пумпырышечка, вот. И скорее всего тоже будет детка. Таким образом, подведу итог. Данный способ получения деток является рабочим. Все отлично выращивается. Вот я начала, я на бутылке тогда еще написала 11 мая. Вот 11 мая. Сегодня у нас 21 июля. То есть чуть более 2 месяцев, можно даже сказать 2 месяца, потребовалось, чтобы прорастить вот эту детку. Правда, это период как раз май, июнь, июль, теплый период, когда много света. Стояла она у меня на западном окне, в уголке окна. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!